Здравствуйте, с вами по-прежнему Давид Саралидзе и Игорь Маликов, это Кинокафе. Сегодня мы хотели поговорить о фильме «Дикое поле» Михаила Колотозишвили. Это был единственный его фильм, поправь меня. Да, единственный его фильм, который он успел снять, помимо, наверное, студенческих работ. Ну, короткометражек, да, единственный полнометражный фильм. Там кто-то стоит, вот там. Где? Где? Да видишь ты. Это мой ангел. Ведь правда, кто это? А? Ну, ангел. Он меня охраняет. Фильм по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова, к сожалению, тоже покойных уже. Что можно рассказать об этом фильме, о «Диком поле»? Давай, наверное, с фабулы начнем какой-нибудь, да? Да. Ну, давай. Если пересказывать сюжет этого фильма, то все будет очень просто. Есть некий доктор, который живет в степи, молодой, да, по неопределенного возраста. По распределению попал, собственно, в степь, да. где лечил разных людей, причем, скажем так, самые сложные случаи, когда человек должен уже погибнуть по всем правилам, он их вылечивает каким-то чудом, не прибегая к каким-то сложным инструментам, ну вот скорее так вот на удачу получается с него. В фильме затронута любовная тема, то, что к нему приезжает. Там есть, да, момент, когда он ждет письма от женщины постоянно. Любит она в красном газовом халате по комнате разгуливать, а? Под халатом белье черное. Очень опытная в разврате женщина. Хочешь познакомить? Мне так и говорит: приведи мне, Серега, мужчину утонченного. Мне письма есть? Дмитрий Васильевич, было к тебе письмо, я к тебе от себя еще бутылку водки купил. Наконец, она сама появляется, потом она уезжает, плюс некие происходят коллизии небольшие в жизни этого самого доктора. То есть, если пересказать саму фабулу, то фильм покажется довольно скучным. То есть, кажется, ни о чем. Там нету яркой драматургии, там нет сюжета как такового. Ну, фильм скорее созерцательный такой. Да, то есть, больше напоминает Параджанова и так далее. То есть, некоторые кадры. Особенно вот эти вот степные кадры когда-то. Ну, скорее мне тут больше приходит на ум параллель с фильмом «Эйфория». И хотя фильмы довольно разные в стилистической такой направленности, и потому что «Эйфория» имеет связана с театром ДОК, который имеет такую направленность очень идеологическую, а у Колотозишвили этого всего нет. Но тем не менее, я считаю, что эти фильмы относятся к такому одному потоку, скажем так, включая и фильм «Возвращение Звягинцева», то есть фильмы, в основе которых лежит некая мифологема. Некий миф. Миф не конкретный о том, который берется некое произведение или общий архетип и экранизируется, а именно мифическое сознание. То есть, если фильм «Возвращение» — это о том, как дети обретают отца в общем, если фильм «Эйфория» — это про жертвоприношение или там про охоту, то вот фильм «Дикое поле» — это вот про такое существование в отрыве от цивилизации, в отрыве от мира и поиски как-то этот мир, оформить, скажем так. То есть фильм, по сути, человек находится вне цивилизации и вне происходящего, вне времени, можно сказать. Потому что происходит где-то вот на большой земле, да, в городах там происходит перестройка, что-то там падают режимы, а в этом диком поле там как бы время остановилось, там ничего не происходит абсолютно, и даже если что-то доходит до них, то с очень большим опозданием. Именно так. И мы об этом слышим только со слов героев, мы ничего не видим, никаких других моментов. И когда милиционер говорит: вот там в Кремле все такие гады, там вот развалили страну, то больше мы эту страну никак, в общем-то, не увидим, она никак не будет заявлена. Мы видим только этот мир, эту степь, этих героев, которые там бесконечно то ли пьют, то ли стреляются, то ли еще что-то между ними происходит. И все. То есть такая оторванная совершенно жизнь. То есть такая пограничная жизнь, то есть на грани
Да, жизнь где-то в себе, скажем так. Это получается довольно притчевый образ, когда главные герои, и вообще все герои не являются конкретными персонажами, это не конкретная страна, не конкретный регион, который рассказывает о проблемах социальных этого региона. Это метафора, которую можно, в общем, расценить как показ всего в общем. Поговорим об архетипах. Там очень часто присутствуют такие картины воскрешения людей, там, допустим, того же самого пастуха, Да. которого молния ударила. То есть это почти воскрешение Лазаря. Там было И того, первого героя, который 40 дней бил, тоже 40 дней, вот, по сути, как поминки сам себя, он до такого состояния допился, что практически уже умер, вот, невозможно его было, скорее всего, вылечить, но опять лекарь находит способ его привести в чувство. То есть, по сути, как архетип, это можно Только назвать спасатель, какого-нибудь спаситель. такого, да, спасителя, либо лекаря такого, целителя. Да, лекарь, он и есть людей, вытаскивает с того света, в общем, в прямом смысле получается. Ведет правильный образ жизни, ждет женщину, хранит ей верность, не соглашается на предложение там сходить в город и найти там женщину для души, так сказать, для тела. Вот он. По сути, жители приходят к нему, как, знаешь, как на алтарь. То есть они приносят с собой различных там овец, ему. Приходят, да, со всеми свиней, проблемами, начиная там от поговорить, лечить корову, хотя он, в общем-то, не ветеринар, а корова. То есть это такой своеобразный храм у него в степи такой. Это, ну, это не храм, наверное. Это... Рассуждая архетипически. Ну, может, если храм как такое место, где всем помогут, то да. Вот, это скорее такой универсам. Ну а почему? Универсальное средство решения Почему бы и нет? То есть со всеми проблемами человек в храм направляется. Ну если со всеми, то да. Ну а что, куда ты обратишься? Если сломались там, не знаю, обувь, ты идешь к ремонтнику обуви. Вот. Ну там по таким мелочам его не беспокоит. Ну, мы не знаем, мы видим только часть, скорее всего, беспокоит. Что можно сказать о стиле вот, сценарном Петра Луцка и Алексея Самарядова? Допустим, в других сценариях, типа Дюба-Дюба, да, Дюба-Дюба. В принципе, есть какие-то схожие признаки. Все герои, они почему-то очень плохо заканчивают у них всегда. Ну, вообще, эти сценаристы, они довольно, мрачные, скажем так, их основные картины, та же Дюба-Дюба, которая вышла в 92-93 году, перешлось на время перестройки, когда жанр черного фильма, такого чернушного. То есть такой перестроечный нуар. А с другой, да, это, нуар, если женщина была бы замешана роковая, а так это такая... Была же замешана, в Дюбе-Дюбе была. Была женщина, из-за которой, в общем-то, можно сказать, да, и в Диком поле была. И в Диком поле, но она в меньшей степени роковая, чем в Дюба-Дюба, например. Фильм «Та же окраина», который, собственно, снял режиссерский, уже как режиссер Алексей. К сожалению, вот Луцк к тому времени уже погиб в 1994 году, Алексей сам погиб чуть позднее, в 2000-м. Вот. И фильм «Дикое поле» как раз он хотел поставить сам по своему сценарию. Мне очень не нравились этим двум сценаристам те фильмы, которые ставились. Видно, потому что основной акцент делался на диалогах и атмосфере. А режиссер все-таки старался добавить вот какую-то натуралистичность, скажем, антураж, сделать больше видимого действия, чем, в общем-то, диалогов, хотя это им не очень близко. Они оба писали рассказы, и по описанию тех, кто, в общем, эти рассказы читал, это были атмосферные, очень сильные вещи, где главное было не событие, а вот диалог. То есть событие уже свершилось, и есть вот то, что происходит, некое обобщение, атмосфера. И вот в «Диком поле» лучше всего передана именно атмосфера, потому что, наверное, поэтому фильм и получился наиболее лучшей экранизацией, экранизация сценария. Я думаю, это больше заслуга Михаила Колотозишвили, нежели... Да, естественно. Но здесь все в общем они сошлись, то есть режиссер нашел своих сценаристов, скажем так. Хотя мы не знаем точно, как бы отреагировали все-таки сами сценаристы на эту картину, но я думаю, что она наиболее адекватна их прозе и их сценариям. Так чего видел-то? Дед твоего видел. Митрофан Романович Сковородникова. Врешь. Как живой. И весь в белом.